Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня будем делать вот таких вот Санта-Клаусов, которые отлично подходят в качестве декора на бутылку шампанского на новогоднем столе. У меня, к сожалению, я не могу показать, как это будет на бутылке, но будет очень красиво. У меня не оказалось ни одной бутылки дома. Ну, приступим. Я взяла квадратик 6 на 6 сантиметров. И вот такие белые полосочки с шириной 3 сантиметра. И буду пришивать вот по кругу, как пришивают блок, избу или колодец. Пришила, разглаживаю. Пришиваю следующую полоску. Вот так. Припуски я делаю на ширину лапки. И пришиваю последнюю белую полоску. Точно так же, как и остальные. Последнюю белую полосочку я пришила. Отглаживаю. Все у меня хорошо и ровно. Следующую я делаю, вот у меня вот такая красная ткань, я делаю такие же полоски по 3 сантиметра и обшиваю точно так же, как и белыми полосками. У меня нашелся клочок совсем небольшой, вот такой ткани, но так, что у меня получилось как раз 4 полоски, которые я смогла вот размера 3 сантиметра шириной сделать. И следующий ряд я буду обшивать вот такими вот. Он как бархат, но только вот с таким вот с блестящим эффектом. Это будет воротник у моего Санты. Я хочу его сделать нарядным. Но кто-то считает, что воротник, кто-то считает, что пояс. Но в любом случае будет нарядно. Бархатные полоски пришила. И теперь делаю еще 3 или 4 ряда красных полосок. Точно так же по кругу пришиваю. Я нашила по 3 ряда красных полосочек. И вырезала квадрат, еще один красный. И складываю свой сшитый квадрат с квадратом простым. У меня, кстати сказать, по размерам они получились 23 на 23 сантиметра. Складываю, скалываю. Вот, и из угла в угол провожу прямую линию. Я буду делать квадрат из треугольников. Так, вот, провела линию прямую из угла в угол. И на расстоянии где-то 6 миллиметров, или 5 миллиметров от линии прокладываю строчки. Строчки я проложила. И теперь из угла в угол разрезаю. Не все сразу разрезалось. Вот, разрезала. И теперь разворачиваю каждый свой квадратик. И разглаживаю. Вот у меня получился вот такой. Вот одна сторона из сшитых полосок, вторая совершенно обычная. Вот такая красота получилась. Обрезаем уголочки у нашего квадрата из треугольников. И у меня уже виден мой будущий Санта-Клаус, и надо ему сделать глазки. Я взяла вот толстую такую вязальную нитку. Так, делаем французский узелок. Это будет один глаз на таком же примерно расстоянии. Делаем второй французский узелок. И это будет второй глаз. Ой, все, уже Санта-Глазастый. Я вот сюда вот в шов вывожу нитку, чтобы узелок сделать. Потому что там очень тоненькая ткань для этих моих толстых ниток. Все. А здесь и видно не будет, и крепко будет. Все, Санта у меня с глазами. Я хочу что сказать. Я буду дальше показывать на одном, но вы должны понимать, что у нас-то их два, потому что мы же сделали квадрат из треугольников, и у нас теперь два. И что хорошо, что вот когда вы делаете что-то, и хочется вот себе оставить, и вот надо подарить. А тут получается, что у вас есть и подарить, и себе оставить. Классно, правда? После того, как я сделала квадрат из треугольников, у меня размеры немножко изменились. Стало 22 на 22 сантиметра. И я вырезала такого же размера еще квадрат. Складываю их лицом к лицу опять. И, кстати сказать, если вы хотите сделать прихватку,
то можно сделать прихватку. Такие размеры как раз вот для прихватки получаются. Можно сделать одну прихватку, а второго Санту сделать, вот, ну, как я делать буду, декор для бутылки на праздничный стол. Можно несколько бутылок украсить такими Санта-Клаусами. Значит, кладу квадрат и вырезала 21 на 21 сантиметр кусок синтепона. И все это дело вместе скрепляю. Смотрю, где у меня тут колпачок моего будущего Санты. Я немножко вот так вот отступаю. Не ровно кладу посерединке, а чуть-чуть вот сдвигаю сюда, вот в этот угол. Значит, я буду прошивать все вместе, прострачивать. И кое-где прихвачу синтепон. Можно, конечно, простегать, но не принципиально. Единственное, что вот там, где у меня колпачок Санты, вот он, вот этот вот колпачок будет, я в этой стороне оставлю для выворачивания отверстия. Не полностью буду здесь прошивать. Все скрепили и иду на машинку, строчу вот так вот. Здесь у меня вот прихватится немножко синтепон, вот здесь в углу прихватится, вот здесь прихватится. Ну, чтобы он у меня там не скомкался в результате. А эту сторону оставляю частично не зашитой. Прострочила, снимаю булавки и обрезаю уголочки, чтобы при выворачивании у меня все было покрасивее и поровнее. И выворачиваю. Здесь у меня получилось синтепон кое-где закреплен в некоторых местах. Я прям его специально в некоторые места подтянула даже, чтобы нормально он закрепился. И выворачиваем своего Санту. Можно, конечно, без синтепона, но с синтепоном он такой получается попухлее, поприкольнее. И так вот как-то в руку его берешь, чувствуешь, что ты берешь. А если будет просто два слоя тоненькой ткани, то это не так уже. Ну, можно еще уголочки ножницами. Ну и вот так вот. В принципе, можно загладить, можно не заглаживать. Так, у нас наш Санта уже на финишной прямой. Вывернула опять наизнанку, потому что, как всегда, я без косяков не могу. Забыла сделать петелечку. Вот такую я петелечку делаю. Внутрь туда вставляю. И один уголок мне пришлось распороть для того, чтобы вставить петлю. Сейчас я ее закреплю, эту петельку. Вот. А теперь опять этот уголок зашью. Я своего Санту решила все-таки отгладить. Немножечко примялся синтепон, но это неплохо. Он поплотнее просто стал. Складываю вот так вот, там, где колпачок у меня, и там, где не зашитая сторона. Складываю вот так вот. И беру нитку с иголкой и начинаю зашивать по всей вот этой вот стороне. Сшиваю. Если вы обратили внимание, я отверстие вот это, которое для выворачивания оставляла, я его даже и не стала зашивать, потому что я все равно знала, что я буду зашивать этот край вручную. И зачем мне делать две работы. В результате у меня получились вот такие два Санты. У одного хвостик, петелька зелененькая, у другого красненькая. Передняя часть у них длиннее, чем задняя получается. И они очень хорошо подходят в качестве декора на бутылку, на новогодний стол. Сверху надеваете, и красота. Если вам понравилось это видео, было полезным, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.